Привет, 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 господа и дамы, продолжаю прохождение лестницы Харона, с вами Морж, все дела. Итак, в первой серии, что мы узнали в первой серии? Есть некий особняк, есть некий доктор, который пытался вывести сверхчеловека для какого-то министерства, которое тоталитарно правит в какой-то непонятной стране Центральной Европы. Страна хочет вступить в Евросоюз, и мне нужно подчистить концы, так сказать, по этим биолабораториям, чтобы в Евросоюз без проблем взяли. Значит, были у него какие-то подопытные альфа, бета и омега. Да, вроде бы, или дельта, третья. Нет, альфа, омега и дельта. Да, и дельты, как я понимаю, обладают паранормальными способностями. Собственно, смотрителю отдали девочку, которая, судя по всему, была дельтой, и она с этими способностями и как-то тусит. Ну и вот он скелет, который девочка нарисовала, это сам смотритель, его зовут Сет. Ну и тут у него какой-то дневничок, который надо явно прочитать. По всей видимости, этот дневник принадлежал смотрителю, по всей видимости. Дара взрослеет, и мои надуманные объяснения больше ее не... Троеточие, не ебут ее больше твои объяснения, не верит она тебе. Я и не догадывался так, что прикреплю, прикиплю к малышке, когда доктор Левелин принес ее ко мне. Я верой и правдой служил министерству и доктрине Господа нашего. Уверен, тем ли я занимаюсь. Далее идут сильно размытые строки, текст которых невозможно разобрать. Но если честно, вот глядя просто на этот дневник, мне кажется, тут текст реально разобрать. Как там многовато слов, которые я разобрать не могу. Тем не менее, один документ мы нашли, теперь нужно еще искать два. Так, опять девочка. Опять девочка, которая у нас дельта. Ну и обратно меня явно в этот дом не пустят. Ну, 100% не пустят, поэтому мне нужно идти дальше. Понятно, что это инди-игра, понятно, что это инди-хоррор, пока особо страшно не было. Тем не менее, мне интересно разрулиться, а что тут дальше будет вообще происходить. Впереди виднелась тропинка, конец ее терялся среди тьмы и тумана. Но реально, как я и в первой части говорил, у нас главный герой какой-то максимально поэтичный товарищ, потому что изъясняется, ну, такими заумными фразами. Пройдя сквозь ворота, я заметил блуждающие огни и понял, что очутился на кладбище. Ох, господи, господи. Да, по сюжету здесь проводили эти эксперименты, и потом на 40 лет здесь все закрыли. Типа 40 лет тут никого не было. Могилы покрыты мхом, источенные ветром и дождями. Перемежались памятниками. Перемежались. Господи, блин, ну у него и манера речи. Перемежались. Что за слово перемежались? Такс, ну могилы. Особняк, и у него тут целое кладбище возле особняка. И тут у нас туда можно пойти. И туда можно пойти. В какой-то склеп. Давайте в склеп сначала заглянем. Опа. Меня снова глючат? Это снова призрак или что? Как его окликнуть? Не нужно было товарища. Ну хотя бы. И за ним закрылись двери. А мой главный герой такой стоит. Дядя, он ушел. Ну и судя по всему в склеп я теперь не попаду, да? Потому что дверь он за собой по-любому закрыл. Не, дверь открыта. Ой, гляньте, какая потрясающая дверь. Вот сразу видно инди-игра. По толщине прям дверь дверная. Такс. И лестница вниз. Хрен его знает, но сюда мне надо идти или не сюда мне надо идти. Могу я по лестнице пролезть? Ну. О, могу. И меня перекидывает на какую-то другую локацию. Такс. Ну, у нас тут склеп. Или из этого склепа просто не будет выхода. Такс. Агата Левелин. Наверное, жена нашего профессора. Это растение выглядит на удивление хорошо. Наверняка кто-то о нем заботится. Оно украшает могилу женщины по имени Агата. Какой-то куст. А тут у нас Артемиус. Собственно, сам наш доктор. И, судя по всему, он свалил из своей могилы. Если он уже умер. Но информации про то, что он умер, как бы не было. Было только то, что 40 лет сюда никто не заходит, не приходит. Ну и как бы все. Или... Ага, не все. Да, не все так просто. Не все так просто. У нас тут потайной ход. Еще могилы. Так, что у нас тут? Значок треугольника. Масоны? Жидорептилоиды? Кто? Кто здесь? Кто здесь должен покоиться? Обе могилы открыты. Не, здесь он тельце лежит. Какая-то тёлка. Это, походу, девочка выросла или не выросла? Это воспоминания или призраки? Ну, объясните мне хоть что-нибудь. Ага, закрылась. Фотография и записка. Начнем с фото. Старая фотография. Ладно.
Так, Девон теперь в галерее персонажей. Есть еще какой-то товарищ Девон, да? Записка с надписью Девон, найденная в одном из безымянных захоронений с греческой буквой дельта на саркофаге. Ну, как-то на записку это не сильно похоже, но мне тут что-то написали. 2 надгробия. Под первым покоятся останки супруга доктора Левелина. Второе захоронение оказалось пустым. Неужто доктор все еще жив? В потайном помещении находятся 2 саркофага. В одном лежит тело, а в другом ничего. На обеих плитах выгравирована буква греческого алфавита дельта. Ну, блин, по первой серии там дельт было 3. Но если одна девочка, одно тело там как бы и одно тело вот тут, да? Записка с надписью Дара, найденная в одном из безымянных захоронений с греческой буквой дельта на саркофаге. То есть тут эта девочка должна была лежать, тут этот товарищ. А кто третья дельта? Ученый, судя по всему. Ну, он сам себе что-то вколол. Письмо, найденное в захоронении некого Девона, было написано Дарой. По всей видимости, это прощальное послание. Мы познакомились, так и не встретив друг друга, и беседовали так ни разу не поговорив по-настоящему. Я любила тебя все это время, так до конца и не осознав это. Сколько лет во мне теплилась привязанность к тебе, и когда мы наконец повстречались, нас снова разлучила болезнь. Хочу, чтобы ты знал, те мгновения, что мы были вместе, стали для меня самым ценным. С любовью, Дара. Короче, Дельта петляла с Дельтой. Ну да, он типа был в особняке этого ученого, а она на него смотрела с пристани. Этот рисунок похож на те, что я обнаружил в доме смотрителя. Похоже, он сделан много лет назад, но тут оказался недавно. Прочесть. Тебе так нравился этот рисунок. Вместе навсегда, Дара. И тоже кустик. Но, судя по всему, Дара это жива. Растение выглядит на удивление хорошо. Нет, там что-то... Оно украшено... Шает безымянное захоронение, отмеченное буквой дельта. Ну, тут, наверное, мы все уже посмотрели, да? Все, что нужно. Судя по всему, третья дельта это ученый. Ну, потому что там их точно вот говорили, что их было 3. О. Не, ну тут по-любому надо за ней идти. Надо за ней идти, разруливаться. В чем же здесь, так сказать, соль? Потому что по обложке игры там еще были какие-то непонятные твари. И места, где они обитают. Такс. Что-то я заблудился. Откуда я пришел? Захоронение. Но здесь я точно не был. Здесь у нас похоронены альфы, судя по всему. Альфы и омеги. Зона альф. Альфа-зона. Зона омежек. Омежки у нас тут. Но подобрать здесь явно ничего не получается. Ой, ну значит двигаем дальше. Да, двигаем дальше. Других вариантов все равно нет. Вон она стоит, эта подруга. Она меня явно к чему-то ведет. К раскрытию тайны этого особняка. Ну, ворона. Повернется, а там никого. Дешевенький трюк, дешевенький. Пора было отправиться на другую сторону озера и осмотреть загадочный особняк доктора. И вот, ну, сразу чувствуется, что инди-игра, то есть на надгробиях никаких надписей, таких интерактивных объектов крайне мало. Но, с другой стороны, иногда и инди-игры превращаются в действительно что-то хорошее. Я, кстати, сегодня с утра тоже зашел в Steam, до сих пор у этой игры 1 отзыв всего, поэтому я не знаю. У меня такое ощущение, что в нее поиграть человек 10-15. Ну, я вышел... Так, стоп, а лодка была в состоянии не работает, она затоплена была. Как я вообще в ней плыву? Ну, судя по всему, игра мне решила этого не объяснять. Игра, судя по всему, абсолютно линейная, то есть я четко иду по сюжету, как будто смотрю интерактивную историю. И, наверное, боевой системы здесь тоже никакой не будет. Здесь игра должна пугать атмосферой, но пока, если честно, она с этим не особо сильно справляется. То есть атмосфера какой-то мрачности присутствует, но не более того. Так, переплыли мы озеро. По-моему, эта лодка снова находится либо в состоянии не работает, либо это она туманом так покрыта, непонятно. Ладно, особняк доктора. Постоянные вот эти сохранения, игра сохранена, меня намекает на то, что, ну вот, по крайней мере, у меня такие ощущения, что на меня кто-то должен выпрыгнуть, навешать мне люлей, и я потом сохранение снова начну. Но тут вообще боевой системы, судя по всему, как таковой нет. Зачем эти постоянные сохранения, я не понимаю. Заперто. Снова какие-то глюки. 2 товарища, женщина. Кто такие? Теперь женщина бежит от 2 товарищей. Они ее решили завалить. Ну, такое себе. Из нее выпал ключ, да? Ключ? А как его подобрать? Ага, вот.
Похоже, этот изящный ключ отпирает дверь в особняк. Нормально. 2 призрака убили призрака, из нее выпал лут. Класс. Ну реально это хотя бы понятнее, чем Скорн. О, загрузилось. Все-таки не зависло. Ну, уже хорошо. Уже хорошо. Но особняк, судя по всему, здесь кто-то живет. По крайней мере, чистенько. В особняке меня пробрала внезапная дрожь. И вызвала ее не зловещая атмосфера, царящая в этом месте, а его неестественная безупречность. Здание давно пустовало, однако все вокруг сияло чистотой. Но это как бы я отметил. Блин, 37 кадров в секунду, 32 кадра в секунду. Ну да, 11-гиговая видеокарта, куда и справляться с инди-поделками. 30 кадров в секунду, господи. Так, статуэтка в виде льва. Кажется, в доме есть и другие такие же, только не помню где. Слушай, я здесь еще не был, почему ты не помнишь где? Такие же статуэтки в виде льва. Это явно какая-то загадка будет. Так, на картинах у нас ничего в этот раз. Просто лев. Потому что с этими статуэтками явно придется что-то делать. Ладно, начинаем с похода налево, а там посмотрим. Давайте налево сразу же пойдем. Галерея какая-то. И тут у нас сейф. Так, снова загадка. 1. Красные сестры вокруг стола. 2. Ревущие короли. 3. Наблюдающие за коридором. 4. Остановившееся время. Честно, ребят, я лучше это запишу. Так, первое, красные сестры. Сестры. Второе, ревущие короли. Ну, наверное, это львы. Ревущие короли. Раз лев, царь зверей. Третье, наблюдение за коридором. И четвертое, остановившееся время. Ну, четвертое явно часы какие-то нужно искать. Либо возле этого всего должны быть статуэтки львов, либо я не разбираюсь, как разгадывать загадки. Но FPS меня честно убивает. 37, 38, 40 FPS для такой игры, ну, как бы, это странно. Так, он может быть наблюдающий за коридором? Ну, в теории может быть. Но он не интерактивный вообще. Ладно, давайте к этому первому льву заглянем. Что здесь? Есть какие-то цифры? Статуэтка в виде льва. Ну, что-то на нем ничего не написано. Здесь тоже никакого номера нет. Ладно, будем разбираться. Похоже, это стих или текст песни. Подпись Левелин. На желтой огрубевшей коже рук твоих божьих роза возлежит, что сияет алым. Стебель ее изумрудный, более полон, а в лазурном облике небес мысли твои, бла-бла-бла-бла-бла-бла, что озарится янтарным сиянием заходящего солнца. Ну, понятно, у нас еще есть стихоплет. Телефон. Похоже, питание к нему подведено, но телефон все равно не работает. Я что-то не вижу, где к нему подведена хрень, которая вообще как бы должна быть. Так, здесь больше ничего не открывается. И здесь тоже ничего не открывается. Дверь не работает. Та дверь тоже явно не работает. И тут заперто. Петр Первый. Ни хрена себе. Хм. А ты что тут делаешь? И Суворов. Ой, опять пошли отсылочки. Министерство, тоталитаризм, вступление в Евросоюз, картины с русскими известными людьми. Да, вызывает вопросы. Так, отсюда я пришел. Ладно. Это у нас кто? Хрен его знает, если честно, кто это. Эти картины я не знаю. Зато есть дверь. Тут тоже у нас какие-то произведения искусства. И... О, снова баба. Но это уже не та баба вроде, это какая-то длинноволосая. Длинноволосая баба. Пошла туда. Так, это похоже на коридор. Книжка. Старый приключенческий роман. Прочитать нельзя. Ладно. Какие-то фото. Это, наверное, наш профессор с женой. Граммофон. Книги. Но тут тоже ничего интерактивного. Наблюдающий за коридором. Ну вот похоже на коридор. Но кто за ним наблюдает, не совсем ясно. Здесь я, наверное, обратно вернусь, да? Судя по всему. Здесь он даже окошко выбито. Ну да, я на вторую галерею зашел. Я пошел туда.
А здесь больше проходов и нет. Ну ладно, 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 будем тогда разбираться. Значит, у нас красная сестра, ревущие короли, наблюдающие за коридором и остановившееся время. Ну вот это похоже на коридор. Блять, меня просто, честно, убивает этот FPS. Я не понимаю, почему он настолько низко просаживается. Сюда меня, наверное, не пустят, да? Да. Сюда меня не пустят. И тут очередная дверь с кодовым замком. Не пойми каким. О, здесь открывается ванна. Опачки. Челюсть вставная. Полный комплект зубных протезов. Причем еще так в винном бокале. Красивенько. Туфли. Хорение. И ванна. Ну, как бы и все. Здесь больше ничего, да? Так, сюда заглянуть можно? Бессмысленно, бессмысленно. Но это жена, судя по всему, нашего товарища. Может, в этот раз меня пустят в эту дверь, раз она туда пошла? Да, пустят. И внезапно я почувствовал нежный, едва уловимый аромат духов. И передо мной возник образ элегантной женщины, прошлой хозяйки этой комнаты. Давайте тогда сразу... Хоть эта записка и хранилась в хороших условиях, сырость добралась и до нее. Впрочем, часть кода все еще можно разобрать. Ну, как бы тут, наверное, большую часть кода можно разобрать. Как я понимаю, здесь 0288. Давайте на всякий случай запишем. Вряд ли это от сундучка. Другого здесь нет. 0288. Ладно. Старая фотография. Жена нашего профессора, да, судя по всему. Агата. Ну да, она и есть. Какой сладкий запах. Аромат от этого флакончика разносится по всей комнате. Blue de Хунель. Ну, короче, какая-то подделочка на Шанель. Доктор наш, видно, экономил на своей жене. Привозила всякое китайское говно. Вот. А нет, тут все равно была заперта. Она понятия не имела. Китайское, оно не китайское. Так, вот тоже приоткрыто. В прошлый раз там лев был. Может, и тут что-нибудь такое. Лупа. Увеличительное стекло. Наверное, недавно кто-то читал в этой комнате. А что читал? Нельзя посмотреть. Часы. Остановившееся время. Вот. Может, это оно? Если честно, я пока не совсем понимаю. Обыкновенная чернильница. Похоже, прежний хозяин этой комнаты любил не только читать, но и писать. В картине явно плохо. Ну и часы. Не знаю, посмотреть здесь ни на что нельзя. Я не совсем понимаю, где мне брать код к ящику. Так, что у нас тут? Нож какой-то. Документы. По всей видимости, супруга доктора Левелина изливала свои переживания в личном дневнике. Так странно вновь держать в руках этот дневник. Я совсем забыла о нем при переезде. Только сейчас случайно нашла на дне ящика. Как же я была юна и наивна. Сколько лет прошло? Может, тогда мне все же стоило остаться в городе. Эти годы выдались непростыми. Но мне грех жаловаться. Со временем я привыкла и к климату, и к постоянным дождям, и к загадочному озеру. Забавно, но, пожалуй, больше всех от переезда пострадал Артемиус. Поначалу он был полон энтузиазма, но вскоре радость сменилась тоской, раздражительностью, досадой и даже язвительностью. Работа над проектом идет не очень успешно. Отец перестает его навещать. Арти считает, что тот в нем разочаровался и боится, что министерство закроет проект. Я вижу, как он подавлен и опустошен, но мое присутствие уже не способно поднять ему настроение. Благо, мне тут хотя бы не одиноко. Здесь я нашла близкую подругу. Ее зовут Элизабет. Сначала она работала при поместье служанкой, а потом стала моей компаньонкой. Поначалу я все боялась, что она станет заигрывать с Арти. Надо же до такого додуматься. Элизабет еще долго смеялась, узнав о моих опасениях. Так вот, думала, экономка шлюшья, а она оказалась не шлюшья. Так, вчера вечером Арти пригласил меня поужинать, сообщил чудесную новость. Его проект наконец-то одобрили. Тот самый, над которым он так долго работал. Думаю, положение его отца при министерстве сыграло в этом не последнюю роль. Но я не решилась спросить. Арти считает, что такую возможность нельзя упускать. Только вот есть один нюанс. Нам придется переехать в Оугров, в старый особняк Левелинов на мерзких болотах. Терпеть не могу это место. Меня раздражает в нем все. Влажность, неутихающий ветер и странные звуки по ночам. Арти говорит, что не будет настаивать, если я вдруг решу остаться в городе. Но из-за обилия работы он сможет навещать меня не чаще раза в месяц, а то и в 2. Мне нужно хорошенько подумать. Решено. Мое место рядом с мужем. Сначала я даже расстроилась из-за свадьбы, что устроили нам папа и господин
господин Левелин, отец Арти. Но за этот год я смогла по-настоящему полюбить Артемиуса. Он мой супруг, мы любим друг друга, и я всегда буду с ним рядом. К тому же мы обязаны работе Арти всем, что имеем. Мне кажется, вы обязаны тем, что у него батя в министерстве на очень хороших ролях. Такс. Ну вот эта запись номер 3, это я уже прочел, про служанку, которая не оказалась шлюхой. Запись 4. На днях я упала в обморок, потом вроде бы пришла в себя, но долго болел живот. Сегодня Арти осмотрел меня, и вот так сюрприз, я беременна. Увидев радость на моем лице, Артемиус сразу успокоился. За эти годы мы сильно отдалились, но он все так же беспокоился обо мне. К вечеру Арти обрадовал меня еще больше. У нас будут близнецы, мальчик и девочка. Я так счастлива. Господи, неужели он на своих детях эксперименты ставил? В последнее время чувствую себя совсем плохо, будто из меня высосали всю энергию. Хорошо, что Элизабет всегда рядом. Она играет со мной в карты и пытается подбодрить, только вот стала как-то странно себя вести. Думаю, она от меня что-то скрывает. Интересно, что же это? Я обустроила детские, до родов осталось всего 5 месяцев. Постоянно чувствую слабость, порой даже нет сил встать, но я стараюсь каждый день заглядывать в их будущие комнаты. Там, закрыв глаза, я могу представить, как мои крошечки лежат в колыбельках, нычу, смеются и озорничают. У меня плохое предчувствие, чувствую себя все хуже. Сегодня я взяла с Елизабет клятву. Элизабет, если во время родов что-то пойдет не так и меня не станет, она должна выполнить данное мне обещание. Она дождется вечера среды, в 6 часов должны открыться ворота. Затем возьмет деньги, которые я припрятала под двойным дном в ящике моего стола, и заберет детей. Она должна отвезти их туда, где им ничего не грозит, но я молюсь, что все образуется. Сегодня вечером по обыкновению Элизабет подала мне чай. Только вот выглядела она напряженно, и столь серьезное выражение лица ей не свойственно. На мгновение мне показалось, что хочет поведать мне что-то важное, но в тот момент вошел Арти. Элизабет сильно разнервничалась, даже пролила на руку чай. Бедняжку всю трясло, она спешно поклонилась и выскочила из комнаты. Я хотела бы ее окликнуть, но мне не хватило сил. Ну и последнее. Сегодня чай мне принесла незнакомая девушка. Я пыталась выведать, куда подевалась Элизабет, но прислуга ответила мне, что она новенькая, еще не успела со всеми познакомиться. Артемиус сообщил, что, по словам слух, Элизабет покинула дом вчера вечером, ни с кем не попрощавшись. Она не рассказывала о своих планах и даже оставила чемодан. Взяла только сменное платье и деньги. Я ничего не понимаю, разве могла Элизабет, моя славная подруга, которая подбадривала меня все эти годы, уйти так внезапно и без объяснений, как она могла меня бросить? Элизабет, где же ты? Что с тобой приключилось? Роды совсем скоро. Я стараюсь собраться силами, но их едва хватает, чтобы просто написать пару строк. Я стараюсь не думать о том, что мне и так уже очевидно. Мне не пережить эти роды. Остается только надеяться, что дети мои вырастут здоровыми и крепкими. Надеюсь, у них хватит сил, чтобы выжить в этом неприветливом мире. Надеюсь, Арти позаботится о них вместо меня. Так, тут где-то этот ящик был с двойным дном, с деньгами. Я вот это вот запомнил. Дайте мне денег. Дайте денег. Где деньги? Где деньги? Лебовски. Ну, вроде все. Вроде все я здесь посмотрел. Короче, не хочет женщина пережить роды. И у меня есть 0288 код. Может, сюда он подойдет? 0288. Неправильно. Неправильно. Так, двери закрыты. А тогда куда мне надо идти? Или это код от ящика? Тут вроде все Чё, открылось? О, открылось. Простите. После промозглой тьмы дом окутал меня уютом и теплом. За зданием явно кто-то присматривал, но кто? Неужели доктор Левелин был все еще жив и поддерживал порядок в особняке? Не думаю, на самом деле. Изображение девушки по имени Дара. Ну, типа, на картинках она симпотная. А, прочитать можно. Прочитать можно, но ничего не написано. Понятно. Шляпа. Хозяин комнаты покинул ее без головного убора. Да, как вообще так можно? Как так можно было поступить? Газета, выпускаемая самим министерством. По словам его представителей, это подлинный образчик объективности и достоверности. Ну да. Заря патриотизма. Защищайте границу. Появился официальный текст национального гимна. Самоотверженные добровольцы. Они отправились в южные области страны спасать больных холерой. Поиски врагов. Короче, пропаганда, как она есть. И все? Как бы здесь больше ничего интерактивного нет? Тогда зачем я сюда заходил? Что я здесь узнал нового? То, что чувак ушел без шляпы? Посмотрел на рисунок девочки? Ну, не знаю. Не знаю, насколько это было важно. Так, что у меня остается, где я еще не был? Здесь двери закрыты.
вниз. Бессмысленно, там еще есть сейф. Но у меня есть код. Может быть, он подойдет. А может и нет. Если нет, я хрен его знает. Ну, у меня записана вот эта красная сестра. Так, я вернулся туда, куда не собирался возвращаться. Ладно. Сделаем небольшой крюк, наблюдающий за коридором. Должны быть цифры. Должны быть цифры. Как мне туда попасть? Простите. Вот здесь вот. Вот здесь вот сюда. Ну вот это, блин, отсылка явно к этому коду. И вряд ли я его нашел. 0, 2, 8, 8. Неправильно. Здесь тоже вроде ничего нет. Туда меня вообще не пускает. Так, красные сестры, ревущие короли, наблюдение за коридором и время. Ревущие короли, мне их посчитать надо, что ли? Ну, допустим, раз лев, два лев. И вот здесь вот третий лев. Статуэтка в виде льва. Кажется, в доме есть и другие такие же, только я не помню где. Вот эти считаются королями? Ну, допустим, 3. Допустим, ревущих королей у нас 3. Если где-то еще льва увижу, конечно, нужно. Наблюдающий за коридором, время и красные сестры. Стих. Но здесь я не вижу просто никаких отсылок. Роза возлежит, что сияет алым. Ну, Роза, наверное, можно назвать красной сестрой, но вряд ли здесь будет отсылка. Телефон. На нем никаких цифр тоже нет. Наблюдающий за коридором. Ну, Суворов. Петр Первый. Но они не наблюдают за коридором. Пу-пу-пум. Вопросы. Еще и красные сестры какие-то. Похоже на красную сестру. Может и похоже, но цифр-то никаких нет. Я, если честно, не совсем понимаю. Наблюдающий за коридором. Ну вот он коридор. Что здесь? Рамофон. Но здесь ничего нельзя взять, нельзя ничего посмотреть. То есть цифр я тоже не вижу вообще никаких. Горшок в стену врос прямо. Книга. Вот эту книгу можно взять, но написано, что роман, и все. Так, давайте вернемся, наверное, в комнату к этой... Вот ней. Так, что это может быть за цифра первая? Может быть 0, может быть шестерка. То есть тут еще может быть шестерка, как бы. Вторая точно двойка. Третья точно восьмерка. И четвертая может быть восьмеркой и тройкой. Ну, давайте попробуем. Других вариантов у меня просто банально нет. Какой здесь пароль вводить? Так, если мы делаем 6, 2, 8, 8, мы пробуем 6, 2, 8, 8. Нет. А если 6, 2, 8, 3? 6, 2, 8, 3. О! Да, последняя все-таки была тройка. Значит, я иду туда, куда нужно. Так, по всей видимости, смотритель Сет и доктор Левеленса общались между собой при помощи отчетов. Я глубоко сожалею о том, что вышел за рамки дозволенного при написании прошлого отчета. Я понимаю, что подобные идеи могут быть восприняты министерством как государственная измена. Поверьте, я этого не хотел, мне просто казалось, что так будет правильно. Из-за отсутствия должных знаний я не до конца понимаю суть эксперимента и могу неверно судить о том, к чему не подготовлен. Но не сомневайтесь, я буду четко следовать вашим приказам и выполнять свой долг перед Родиной. Девочка продолжает принимать назначенные лекарства. Теперь я усаживаю ее перед шахматной доской и уговариваю поиграть. Буду продолжать в том же духе, пока она не начнет сама регулярно заниматься. Да благословит Господь наш всеведущий вам и лидеру. Да благоволит Господь наш всеведущий вам и лидеру. Честно, меня всегда удивляли тоталитарные государства, где есть вера в Бога. Ну, типа, там как бы Богом является лидер государства. Ну, ладно, чё я вообще возмущаюсь, я не сценарист. Так, я приступил к выполнению приказа и начал стимуляцию мозговой деятельности девочки при помощи шахмат. Однако занятия ее мало увлекают. Осмелюсь рекомендовать что-то более соответствующее для ребенка, ее возраста. У девочки много интересов, ей нравится читать. Я понимаю, что вы лично отобрали подходящие для нее книги, но их недостаточно.
Так, это сохранение. Это я помню. Это я помню, это сохранение. Больше здесь я что, ничего... О, телевизор. Какое-то кресло. Операционное. Или что это? Ну, что-то типа операционной. Хрен его знает, что мне это дает, если честно. И здесь тоже, судя по всему, ничего забрать я не могу. Я просто сюда должен был зайти, чтобы прочитать 2 записки. Ну, игра сохранена, ладно. По ящикам тоже вроде пусто. Ну окей, зашел, забрал 2 записки. Толку-то. Я все еще не врубаюсь, куда мне надо идти. Так, кроме записок, ну нету здесь больше вроде ничего. Ну вот вообще ничего. Но здесь игру сохраняет. Ага, рубильник. И что будет? Понятно, понятно. Рубильник у нас открыл дверь. Ну хотя бы мне сказали, куда мне идти. Ладно, разберемся. Значит, пока, судя по всему, короче, код от этого сейфа мне особо не нужен. Львов, наверное, будет больше. Скорее всего, я их найду где-нибудь там. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Я думаю, да, вторую серию вот буду заканчивать, когда второй документ найду. Надеюсь, я найду его достаточно быстро. Ну, так будет нормально. И 3-я серия на 3-й документ. И нормас. Такс. Есть у нас сразу здесь кодовый замок очередной. И записка. Так, листок, на котором изображены клавиши и цвета. Я вся в предвкушении. Сегодня Артемиус попросил меня сочинить музыку для своего стихотворения. Оно ляжет в основу гимна Господа нашего. Семья Арти и сам он очень набожный, и этот гимн многое для него значит. Похоже, он собирается исполнить его на следующей неделе, на следующей церемонии в молельне. А еще Арти вроде как заказал некое украшение из 2 частей, тоже для церемонии. Я решила закодировать мелодию, используя цвета вместо нот. Так не сможет сыграть ее, так никто не сможет сыграть ее раньше времени. Блин, у нее еще и жена поехавшая была. Так, рисунок на бумаге теперь в инвентаре. Ну хорошо, что записывать это не надо. Мне кажется, то ли я гений, то ли здесь загадки детские. Красный. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, правильно? То есть это цвета радуги. Красный, оранжевый, желтый, зеленый. Ну, вы поняли. И еще цвета, которых нет в радуге. Ну, каждый красный, охотник оранжевый, желает желтый, знать зеленый, где голубой, сидит синий и фиолетовый фазан. Да, вот 7 цветов радуги. И к ним еще добавляется коричневый, серый и черный. И в чем, собственно, шифровка? Я, если честно, не совсем понимаю. Но почему-то мне подсказывает, что это надо сыграть на пианине. Хотя на пианине вроде можно было только стих. Только стих. Я могу запианинить? Так. Ага. А простите, конкретно так. Наверное, 3-2. На желтой огрубевшей коже рук твоих божьих. Господи, а что тут так много этих? Так, значит, первое, желтая. Желтая это у нас, так, если считать 3, 2, потом 3 и потом 2. Или тут можно любые нажимать. Так, желтая. Роза возлежит, что сияет алым. Вот это. Так. Стебель ее изумрудный, более полон. Изумрудный. Изумрудный это зеленый, да? Так, это и от красного. Раз, два. Вот это зеленый. А в лазурном облике небес. Лазурный это голубой, наверное. Мысли твои и порицающий взгляд твой о верховных судьях, судья и верховный судья и создатель всего сущего во вселенной влекут за собой фиолетовый луч. Так, фиолетовый, пропускаем синий, вот фиолетовый. Бескрайнего космоса и освещает все вокруг силой твоей, о в темную синь ночи. Значит, синий. Да защити меня от черной судьбы. Так, это я от синего. Раз, 2,
3, 4, черный. Черной судьбы. Да избави меня от туч серых. Потом серый. Что застали горизонт передо мной и сулят грозы страшные. Да одари нас счастьем беззаграничным в буром свете заката. Ага, это не коричневый, это бурый. Ну. Что озарится янтарным сиянием заходящего солнца. Янтарное сияние — это оранжевый. Так, вот это был бурый, да? Значит, 1, 2, 3, 4, 5. О! Угадал. Это было не особо сложно. Да, на фотографии это смотрелось чуток получше, конечно. Графончик, привет, 2005. Ну ладно, в конце концов, что взять с инди-проекта? С другой стороны, вот этот весь графончик у меня идет, блин, в 40 FPS. Но что взять с инди-проекта? И я не совсем понимаю, что моему детективу это дало. Ну, она сочинила гимн. Почему, блин, при помощи него должно что-то открываться? Я не понимаю. Типа, где логика? Ага, это, судя по всему, украшение, которое нужно для церемонии. Там было написано, что их 2 разных части. Вот это, судя по всему, первая. Ладно. Ладно, будем разбираться. Вторая, наверное, в сейфе, который вот... которому код нужно разгадать. Ой, ну уже FPS уже до 50 прыгает. Ничего так, ничего так. Половина деталей отлита из бронзы. Довольно увесисто. Интересно, где вторая половина. Естественно, мы все воруем. Мы все воруем в этом особняке. Все, до чего наши шаловливые ручонки дотягиваются, мы забираем. Такс. Ну, норм, норм, норм. Здесь вроде больше ничего нет. Здесь и кода от этой двери у меня тоже нет пока что. Бумажку я забрал. Ладно, идем дальше. Снова какие-то господа. Право, лево. Я всегда налево. Начинаем с налево. Налево нельзя. Направо нельзя. Зачем эти двери? Просто чтобы были какие-то отпечатки. Текс. Это помещение определенно было средоточением светской жизни Оугрова. Время здесь словно остановилось. На миг мне даже показалось, что сюда вот-вот зайдут гости. Средоточением. Блин, ну нет такого слова. Есть сосредоточением. Почему? Переводчики, короче, молодцы. Переводчики молодцы. 10 из 10. Похоже, это любовный роман. Наверное. Наверное. Есть еще одно пианинка. Ну, его использовать пока нельзя. Стол для бриджа, судя по всему. Чашка. Чашка пустая. Если в ней была какая-то жидкость, она давно испарилась от тепла камина. Внутри осталось немного сахара. Внутри осталась заварка. Похоже, не так давно кто-то пил чай в этой комнате. Ну и, как я понимаю, тут 3 человека пили чай. Или нахрена ему 3 чашки? По логике вещей. Вот опять эти. Статуэтка в виде льва. Кажется, в доме есть и другие такие же. Только не помню где. 1, 2. Ну ладно, еще 2 львов допишем. То есть у нас 3 статуэтки и 2 больших статуи льва. Пока что то, что я видел. Окей, окей. Больше вроде здесь ничего нет. Блин, чё она лагает-то так? Реально раздражает, вот честно. Текс. Так, такую картину я уже видел. Это могут быть красные сестры? Вот это вот картины, в смысле. Я таких уже видел 2, тоже на всякий случай пометим. 2 картины я таких наблюдал. Так, здесь ничего у нас интерактивного. Кусок торта. Ключ. Ключ могу взять? Могу. Потертый ключ, головка которого украшает буква «С». Время остановилось. Но вряд ли эта картина к чему-то меня готовит. Он прибухивал кто-то. Реально, блин, графика как в GTA Vice City. На некоторых объектах. И это при том, что у меня ультра стоят. Что ж это будет выдавать на не самой лучшей графике? Походу вообще жопа. Ключ. Такс.
Сидели, пили чай. Я не понимаю, что эти приходы должны означать. Ну вот, для меня это никакой информации не добавило. Так, остановившееся время. Остановилось оно ровно на 3. Ну давай тоже на всякий случай запишем 3. Или 15. Но 15 там быть не может, там одна цифра. Значит 3. Вроде все. Вроде здесь больше ничего нет. Ага, вот, S. Помечено S. Значит, сюда ключ подойдет. Ключ использовать. А ты открывайся ты. Здесь, кстати, красной сестры этой не было. Я как-то не обратил внимания на эти портреты. Это нет, вроде не было. Пу-пу-пум, подвальчик. Снова отпечатки пальцев. Снова передо мной закрываются все двери. Фонарики. Опа. Типа специально фонарики лежат, кто пойдет в подвал. Нахрена так много, правда? О, ебака какая-то пробежала. Особо не испугался. Ну вот реально, тут, им немножко игра не доигрывается звуком. То есть оно должно было жестче прям долбануть по ушам, чтобы я испугался. Это вот отсюда оно вылезло и вот туда побежало. Но мне уже интересно, кто это. И куда оно убежало. И что это вообще за штуку? Так, доктор изобрел автоматическую систему обслуживания дома. В камины поставлялись поленья по необходимости, а освещение само включалось в нужное время. Стоит признать его гений, пусть его эксперименты не венчались успехом. Так, в данный момент положение наше весьма непрочно. По этой причине я настоятельно рекомендую вам повременить с этой инициативой. В связи с отсутствием реальных результатов на основном вашем поприще речь идет об эксперименте, в котором, позвольте мне напомнить, министерство вложило немало средств. Ваши попытки запатентовать свое новое изобретение могут быть расценены как неучтивость. Я могу понять ваше рвение и, признаться, считаю ваше изобретение весьма полезным. Однако устройство, главная функция которого является управление освещением и подача дров, можно немного подождать. Полагаю, вы не хотите в очередной раз расстроить своего отца и министерство. Ваш верный слуга и помощник, зам руководителя отдела наблюдения за послушанием граждан при министерстве. Ну, короче, робот, который подает дрова и включает свет. Ну, такое себе, такое себе. И туда убежала странная ебака. Опа, тут еще и дверь открывается. Господи, да чего она лагает-то так? Ой, блин, инди-проекты, инди-проекты. Хоть чуть-чуть бы оптимизировали. Так, закрывающиеся двери, это уже, ну, такое. Это не пугает, это раздражает, скорее всего. Еда, вроде... Ну, с батоном, на батон насрал кто-то, судя по его внешнему виду. За мной закрылась дверь. А толку? То есть, типа, это не играет на атмосферу. Это играет скорее на раздражение. Потому что ты находишься в постоянном ожидании чего-то, что что-то должно бахнуть-бумкнуть, а оно не бахает и не бумкает. Кухня. Мрачная старая кухня была наполнена зловонием, исходящим из котелка. Покачивая, словно кадила, он пропитал все вокруг омерзительным, не похожим ни на что смрадом. Так, короче, тут какой-то братишка покушать готовит. Es extraño not lene polvo. Решили не переводить. И шо тут? Ну, я могу заглянуть, там, похавать, попробовать. Судя по всему, не могу. Какие-то бочки. Бочки по бочке. Ну, хоть нож возьми, не знаю, отбиваться от тех упырей полуголых. Хлебушек. Что я тут вообще интерактивных объектов не наблюдаю. Так, это что висит? Перья какие-то. Ну, сушат перья. Походу, на кухню я должен был только зайти, чтобы сказать, что, типа, воняет. И все. Ладно, идем дальше. Такс. Вот здесь вот уже звук на меня хоть как-то подействовал. Я так слегка дернулся хотя бы. Тут, наверное, подопытные жили. Ну, судя по всему. Так. Можно у вас что-нибудь украсть? О, ключ. Этот изрядно потертый ключ активно использовался в прошлом. Забираем. Книжку нельзя посмотреть. Матрасы, как всегда, обосранные. И больше здесь, судя по всему, ничего нет. Вот так вот. Комната существует только для того, чтобы... Здрасте. Здрасте.
Ну, понятно, что здесь еще до сих пор живут эти подопытные, как я понимаю. Так, отсюда подопытный вылезет, не вылезет. В прошлый раз вылазил. Так, тетрадка. В этом дневнике, принадлежащем некой прислуге, содержатся записи о ее переживаниях. Он меня пугает. Когда Агата забеременела, его чрезмерная забота и желание дать ей самое лучшее нисколько меня не смущали. Я даже согласилась помочь ему в уходе за супругой, и каждый вечер подавала ей чай с какой-то особой микстурой. Однако, когда я поинтересовалась у него, знает ли госпожа о том лекарстве, что принимает, он просто рассмеялся мне в лицо. Я жутко испугалась. У меня не осталось ни малейших сомнений, здесь творится что-то неладное. Нечто противоестественное, нечто ужасное. Это мутное озеро, особняк, да и госпиталь, в который Агата нет хода, хоть она и считается владелицей поместья. Порой в доме слышны пугающие звуки, призрачные отголоски криков, которые доносятся из госпиталя, словно вой призраков. Если бы мы так не сдружились с Агатой, я бы давно уже сбежал отсюда. Но это, судя по всему, это ее подруга, которая оказалась не шлюхой. Здоровье Агаты постепенно ухудшается. Она полагает, что это нормально, и все якобы идет в порядке вещей. Ей просто внушили, что недомогание связано со осложненной беременностью. Но я-то знаю, что причина в медикаментах, которые я добавляю ей в чай. Сегодня во время вечернего чаепития я как бы невзначай спросила у Агаты о ее здоровье. Оказывается, недавно она потеряла сознание и очнулась лишь спустя 5 часов с сильными болями в животе. Зачем доктор Левелин так изматывается над бедняжкой? Что одних экспериментов в госпитале ему уже недостаточно. Я веду за ним слежку. Большую часть времени он сидит в библиотеке. На днях испортила там замок, и закрыться у него не получилось. Спустя пару часов я решил зайти и проверить, чем он занят. И удивлению моему не было предела. Он испарился. За одной из стен библиотеки точно есть скрытая комната. Надо только отыскать потайную дверь. Подо что он мог ее... Подо что он мог... Подо что? Это одно слово. Ребят, кто переводчик? Молодцы. Подо что? Угу. Он мог ее замаскировать. Агата стала совсем плоха, даже она, невинная душа, начала подозревать неладное. Агата взяла с меня обещание увезти детей из поместья, если с ней что-то случится. Я не намерена больше молчать. Я все ей расскажу даже по страхам смерти. Завтра среда, значит, ворота откроют. Я не стану ждать ее гибели. Уведу Агату отсюда, подальше от поместья и от доктора Левелина. Я выиграла деньги и приготовила одежду для нас обеих. Перед сном я помолюсь. Никогда не была верующей, но если Господь и впрямь существует, нам не помешала бы ее помощь. Его помощь. Но, судя по всему, доктор ее завалякал. Ну, у меня такое ощущение, потому что это же хозяйка писала, что она пропала. Ну и шо? И шо? И шо? Я или скример пропустил, или его там и не было. Такс. Ну, это, судя по всему, Агата, да? Элизабет. А, нет, это Элизабет, да. Добавлена в галерею персонажей. Тут у нас ничего нету. Че в коробке? Че в коробке? Ничего в коробке. Окей, окей. Что, опять кто-то ходил? Ребят, вы, конечно, здесь... Может, ключ? Если можно использовать, то, наверное, потертый ключ. Но... No функциона. No функциона потертый ключ. Не работает. В служебных помещениях казалось темнее всего. В полумраке я заметил какое-то движение. Само место внушало трепет, оно явно скрывало некую страшную тайну. В этом дневнике, принадлежащем некой прислуге... Ага, снова дневник. Инструкции и процедуры по работе с альфа-особями. Альфа-особи по природе свои люди, но при этом лишены личности. При обучении альфа-особи рекомендуется использовать только метод наказания. Короче, бей бабу по ББПЕ. Любое поощрение будет расценено как измена перед лицом министерства и Господа. Альфа-особям не свойственна жестокость, они легко повинуются. Несмотря на высокий рост и крупные размеры, эти особи очень слабые и трусливы. Они обладают низким уровнем самосознания. Если одна из особей в альфа-паре погибает, вторую необходимо умертвить. Альфа-особям, обладающим чуть более высоким уровнем самосознания, даются простые задания для проверки их умений. Уборка, готовка, обслуживание. За ними требуется постоянный надзор. Таким особям запрещено поручать иные более сложные задания. Не стоит путать альфа-особей с жестокими и ненасытными омегами. Вторые получают повышенные дозы фобиадрианора и крайне опасны. Короче, в итоге альфы тут лохи, а омежки дают люлей. Как-то нелогично, обычно наоборот. И судя по всему, если на меня до сих пор пока никто не напал, то здесь альфы обитают. Газетка. Выпускает самим министерством. Родина под ударом, вирус прогрессирует. Вирус THZ-33. Господи, хоть не ковид. Доля мертворожденной выросла. Доля мертворождений выросла. Доктор Левелин в поисках лекарства. Понятно. В общем, он явно кого-то хотел излечить, но в итоге вывел какое-то хрен пойми чё. Такс.
Значок Альфа. Он здесь просто так или не просто так? Похоже на какую-то потайную дверь. А, нет. Просто дверь, и она тоже открывается. Это типа комната Альф, да? Наверное. Какие-то рисунки. Штрихи весьма неуверенные. Похоже, рисунки творчества детей. В смысле, можно прочесть. Ага. Можно прочесть, но не прочесть. Значит, омеги злые. Ну, понятно. Понятно. Это знак дельты. И похоже на человека, который поклоняется. Ну, я бы что-то такое видел. Так. Дельта держит омегу. Или не омегу. А, дельта держит альфу. Или подает руку альфе. Ну, это омешка. Явно, судя по всему, злая омешка. Просто какие-то кричащие люди. Это похоже на доктора с ножом. Так, сюда никто пока еще не зашел. То оно так поскрипывает. Ну, тоже хрен его знает. Смахивает на вентиляцию. Есть фото. Альфа, да? Альфы выглядят вот так, судя по всему. Хреново, блин, как эти... Как Жакей из Прометея. И оно убежало вот туда. Ну, по логике вещей. Оно и было на рисунке. И что-то туда еще и утащило. Походу, они живут в этих. Да, отличная картинка. Ни хрена не видно. Тоже еще одна отличная картинка. Тоже ни хрена не видно. Ну, там значок альфа, если альфа считать рыбу. И все. Больше здесь никакой информации, как я понимаю, нету. Тут же ничего не могу взять. Пусто. Понятно. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Короче, альфы не агрессивные, омеги агрессивные. Ключ подошел. Дельты псионики. Как я понимаю. Шляпа дворецкого. На вид дорогая. Возможно, даже слишком для человека таких доходов. Но зачем тогда было бросать ее здесь? А с чего ты взял, что на дворецкого? Она что, подписана? Практически нечитаемая рукопись. Ничего, что заслуживало бы внимания. Снова остановившееся время. Ой, что-то они здесь, по-моему, намудрили слегка. Есть ключ. Изящный ключ украшен буквой L. Инициалы самого Левелина. Забираем. Истинный профессионализм дворецкого заключается в умении правильно вести журнал. Так, пропала Элизабет, служанка госпожи. Она не оставила никаких записок, при этом стоит заметить все ее личные вещи на месте. Исчезновение совпало с запланированным визитом 3 агентов министерства, которые отвечают за проверку приверженности доктрине и чистоту суждений. Короче, полиция мысли. Возможно, ей выпала честь обновить свои знания. Говорят, повторное обучение способствует улучшению положения в обществе. В таком случае мне остается только порадоваться за нее. Ах, Элизабет, знала бы ты, как больно и гадко мне писать эти нелепые слова в домовом журнале. Пришлось солгать и выдумать жалкую версию вчерашних событий. Я был вынужден оставить в журнале дурацкое оправдание твоего отсутствия, но сердцем не обманешь. Я знаю, что случилось непоправимое, и боль моя не утихнет. Да хлопнули ее. Ночью раздался выстрел. Сегодня я решил осмотреть пистолет доктора. В нем не хватает одной пули. Оружие пахнет порохом, а значит, из него недавно стреляли. Нам больше не суждено встретиться. Тебя отняли у меня навсегда. Но я ведь предупреждал, ты не слушала. Не надо было лезть в дела госпожи Агаты. Он безжалостный монстр и ни при чем не остановится. Простите. Набираю эти строки на жалком клочке бумаги. Через несколько дней я планирую покинуть это место. Надеюсь, кто-то прочтет этот текст и узнает всю правду. Я же проведу остаток жизни, словно лунатик, склоняющийся без цели. Ведь без тебя все потеряло смысл. Ты навсегда в моем сердце. Короче, влюблен он был в служанку, судя по всему. Нормальная такая библиотека у дворецкого. Так, ну, в принципе, наверное, здесь больше брать нечего. Я взял ключ этого доктора Левелина. Телефон. Телефон не работает. Ждем снова проходящих ублюдков. Потому что я уверен, что они будут. Ну, они должны быть. Но тут, как я понимаю, тусили альфы. А может быть, наоборот, это ходили омеги, которые шарились по вентиляции и, типа, жрали альф. Или не жрали альф, или что они с ними делали. Какой-нибудь fucking slave. Пусто, пусто. Так. Может, сюда ключ Левелина подойдет? Нет, ключ Левелина не подходит сюда. А куда? А куда он должен подойти? А хрен его знает. Ну, там я вроде все посмотрел. Здесь никаких проходов тоже не было.
Вроде как. Короче, надо искать какую-то дверь, куда подойдет ключ Левелина. Так. Здесь я был, здесь кодовая дверь. Куда она может подойти? Здесь, по-моему, дверей вообще никаких нет. Было еще что-то про библиотеку. Где была какая-то потайная дверь. Только что-то я библиотеки здесь вообще не видел. Стоп, а вот тут у меня, по-моему, что-то срабатывало или нет? Или мне показалось? А, это на дверь срабатывало. Что она активна, что ее можно закрыть. Так. Ну, здесь я вроде во всех комнатах был, или нет? Одна, вторая. Вот здесь вот я не был. Закрыто. А если ключ? Нет, ключ и не сюда. Но здесь тоже ключ некуда вставлять. Давайте сохранимся. На самом деле. Почему бы и нет. И надо придумывать, куда запихивать ключ. Ну, вряд ли, блин, ключ в подвале нужно применить. Вряд ли комната Левелина, блин, в подвале. Или комната, или что у него там. Ну, сюда тоже не применить, там нет дверей. Сюда. Не, здесь вообще ничего не работает. Пу-пу-пум, пу-пу-пум. Но здесь кодовый замок. Здесь бессмысленно применять ключ. Здесь нужен код. Кода, которого у меня пока что немає. Сюда я пробовал. А, снова беру фонарик. Ну, не может быть в подвале комнаты. Ну, я почему-то уверен. Тем более, которая открывается ключом главного доктора. Так, оп. Вот эта дверь. Что, я здесь не был? Был. Судя по всему, разбирался в сложной электронике. Но это я читал, да. Это он придумал эту хрень для подачи дров. И чего там, загорания света. Здесь я тоже был. Здесь ничего. Отсюда ебака вылезла. Здесь кухня, правильно? Правильно, в кухне я был тоже. Сказал, что воняет. Посмотрел на хлеб. Им только гвозди забивать. Старый хлеб, наверное, да? Больше здесь ничего не взять, как бы. Тут тоже все не работает. Ну и вот этот коридор. Сюда я заходил. Здесь заперто. Может, сюда? Не работает. И куда идти? А если честно, я не знаю. Это я читал. Тут комната Альф. Это можно называть библиотекой, но я бы не назвал на самом деле. Хотя, в представлении, блин, разработчиков это может быть и библиотека. Значит, надо здесь искать какой-нибудь, не знаю, рычаг, шляпа. Пергамент, который не читается, часы. Куст. Может, за какую-то книгу надо дернуть? Давайте смотреть. Да вроде нет. Подлагивание есть. А выхода нет. Картина. Хрен его знает, вот на самом деле, что дальше делать. Ну, это я читал. Что дальше делать и куда дальше идти. Здесь тоже ничего интересного. Рисунки я посмотрел. Ну, вот есть эта вентиляция. В нее залезть не могу. Да, наверх тоже нельзя. Надо искать комнату. Надо искать комнату, либо я уже должен был найти пароль от ящика. Но пароля от ящика я до сих пор не нашел. Что у меня есть? Красные сестры, которых я видел 2 портрета. Есть ревущие короли, которых я видел 2 больших статуи и 3 этих. И 3 штуки. Вот. И есть время, остановившееся на 3 часа в зале.
Не дает мне сюда ключ использовать. Не дает. А здесь его просто вставлять негде. Так, в зале время на 3 часа. Королей 2. Что ты еще? Сестры. Ну, больше я 2 только портрета этих сестер видел. И то, если это считается вот красной сестрой. Может, это картина так называется. И это типа отсылка, я должен был сразу понять. О, хрен его знает, хрен его знает. Ладно, давайте дойдем до сейфа. Попробуем. Значит, у нас... ну тут тоже, блин, и время, с временем ни хрена непонятно, и со всем остальным. Да, чую, если писать полностью серию, пока не найду вторую пакет документов, будет реально долго выходить. Значит, игра будет не на 3 серии, а на 4, например. Например. Ну да, и кроме как вот сюда, у меня больше не остается куда идти. Но опять же, здесь нет ни дверей, ничего. Есть только вот эта хрень. И если взять Красная Сестра, 2 таких я видел. Ревущих королей. Ну пусть считаем статуэтки. Значит, их 3. 2, 3. И последняя 3. Пусть будет 2, 3, 4, 3. Ой, на что я рассчитывал? Что просто так угадаю пароль? При том, что я даже не уверен, что львов больших не стоит считать. Эх, ладно. На этом, наверное, серию я буду заканчивать. Подумаю, пока посижу, чего дальше здесь и куда идти. Надеюсь, вам нравится мое прохождение, поэтому не стесняйтесь ставить лайки, не стесняйтесь писать какие-то комментарии. Буду на все это дело отвечать. Ну а с вами был Морж. До новых встреч. Пока-пока.